Ничуть не испортили эстетику салона, подиумы. Оттуда подиумы. Ну и если необходимо перевести что-то, можно этот короб всегда вытащить. Да ебаный в рот. Что за Oh yes, I keep the bank rolling like a boss. Sipping lean, big paper holding like a boss. You know we got it locked down like a boss. Lately coupe with the top down like a boss. We got them chopping like a boss. We got them chopping like a boss. We some monster like a boss. From Big LA to Ray, my team stayed looted up. I called Danny Trejo, bring the camera. Ну так мы начинаем обзор Мерседеса. На дворе уже почти ночь. Тигран заканчивает, я еду его настраивать, и нам надо снять обзор уже сейчас. Поедем на парковку Рио снимать, там говорят свет есть и не прогоняют, когда музыку слушаем, так что мы, наверное, там и навалим. Тёма подъедет на Хаммере. Ну теперь, если ты не включишь, нам никто лайк не поставит, давай. Давай. Слушай, если Хаммер стоял, значит надо включить его. Меня аж подташнивает. Я понимаю. А ну дай обливану. В общем, надеюсь, обзор вам понравится. Всем привет, это вторая часть обзора Mercedes. Первая была до того, как Тигран в ней начал ставить музыку. Вернее, он начал уже ставить музыку, но я у него наглым образом тачку отнял. И мы поехали, прокатили, сняли обзор самой тачки. Сегодня у нас обзор музыки. Первый обзор можете посмотреть, он чуть ниже на канале. Итак, у нас сегодня Хаммер. Хаммер мы снимать не будем. Что вы там не видели в том Хаммере, да? Кстати, должен сказать, что, скорее всего, обзора Хаммера на нашем канале не будет. Позже объясню почему, но походу это так. Поехали по порядку. Тигран, ответ на первый вопрос. Неужели у тебя есть другая одежда? Ладно, да, есть другая одежда тоже. Здесь была сделана полная шумовиброизоляция всего автомобиля. Сложности в машине настолько были в дверях, так как здесь дверные карты разбираются очень своеобразным образом. Далее в этой машине мы проклеили со сложностями крышу. Так как здесь у нас стоит люк, не открывай, сейчас упадет этот микрофон. Так как стоит у нас здесь люк, у нас крыша остается, вот она часть. Фотографии есть, приложим ниже. Вот, заклеили вот эту часть виброизоляцией и заклеили ее с пленом, потому что у нас вот эта вот деталь, она выезжает назад. Если бы мы наклеили беталоном, как я это обычно делаю, то тогда бы эта часть у нас не работала. Так, тачка спортивная. Скажи, по месту тут явно косяки, куда и как было принято решение усилки разместить? Решение с усилителями я изначально обговорил с хозяином автомобиля. Я ему предложил сделать конструкцию на раме, да, вот как сейчас. Но с той стороны я хотел сделать из оргстекла, чтобы была надпись AMG. То есть, ну, он не захотел. И решили мы сделать это таким образом. Усилители разместили таким образом. Хотел классическое размещение сделать, просто тупо прикрутить к фальшстенке, но я думаю, было бы как-то не очень красиво и слишком банально и просто. Мы решили сделать так же, как повторить спинку сиденья. То есть у нас спинка сиденья, она идет под наклоном. Вот. И также сделали фальшстенку заднюю. То есть открываем багажник и видим все заводской вид автомобиля. То есть никаких усилителей, проводов, ничего у нас нет. Далее у нас сабовое звено. Применили здесь обычный стандартный ящик. Так как изначально планировался сделать здесь стелс, но хозяин не захотел портить внешний вид багажника. То есть если вдруг что, снять
все это оставить и продать без всяких проблем. Ну и если нужно перевести что-то, всегда можно короб этот вынуть с багажника. Провода откручиваются эти? Да, откручиваться здесь, правда, придется саморезики парочку выкрутить для того, что его вот не он- вырвало, так как это Да. простая машинка. Да, на всякий случай Можно было сделать- перестраховался можно- Тигран и прикрутил его. Стелс не сделали, потому что человек хотел, чтобы у него был приятный бас. Ну, так как от стелса у нас такого не будет, и поэтому мы сделали обычный фазометрный ящик. Провода все у нас по всему автомобилю уложены в змеиную чешую. То как ее называют? Правильно она называется полистироловый рукав. Нихера себе, я первый раз сам об этом Да, услышал на самом сейчас. деле она называется правильно вот так. Заделка концов сделана у нас все четко, без всяких Лишних, знаете, бывает, видны там усики торчат от проводов, но здесь такого нету, здесь применены везде гильзы. Тигран подошел, конечно. Да. Как обычно, в принципе. Да, только, ну, я всем могу официально как бы это сказать, я теперь это не один делаю, у меня есть помощник, зовут его тоже Сергей, у меня 2 Сергея помощника. Да. Вот такая небольшая информация. Так, Тигран, ну и сложи, пока покажем, как у нас сохранился заводской вид салона. Сзади он Да, еще можно. совершенно не пострадал. Еще можно здесь, кстати, есть место небольшое, но какие-то там маленький небольшой пакет положить, я думаю, вообще проблем не составит. И ничего страшного не будет, никаких замыканий. Так, и по компоновке аудиосистемы расскажу я. Начнем с твиттеров, потому что они здесь реализованы именно так, как я хотел изначально в BMW сделать. Ну вот меня по громкости, ну вернее по запасу прочности они не удовлетворили. Мне пришлось ставить большие пищалки. Здесь же все было наоборот. Владелец изначально хотел поставить T34, который является копией BNC D35, вот таких же, как у меня в BMW стоят. Ну Тигран его переубедил, что эстетически грамотно, тем более аудиосистема не такого, не самого громкого уровня. Это очень громкое качество у нас. И под нее подойдет отлично Twitter 407N, который на данный момент является самым маленьким и самым громким твиттером из всех существующих. Они у нас стали в штатные уголки прекрасно. Мидбас и среднечастотник, как мы обычно это делаем, да, классически 20 сантиметров и 16,5 сантиметров. Подиумы под среднечастотник и мидбас выполнены очень качественно. Лепил Тигран сам, перетягивал Дима, наш перетягщик, перетянул натуральной кожей. Получилось очень красиво, очень все ровненько, очень здорово. Вот прям приятно и смотреть, и сдавать такую работу не стыдно. Эти подиумы ничуть не нарушили эстетику салона, отлично вписались, очень гармонично выглядят. И ну, я вот за это переживал. Машина действительно очень красивая, очень стильная. И ну, получилось отлично. Зазоры ровненькие, кожа натуральная, то есть смотрится очень богато и профессионально сделано. Единственное, что, конечно, человеку пришлось отказаться от карманов, ну, он знал, на что идет. Я надеюсь, он не удивится, что как нет карманов. Как нет, были же. Вот, карманов теперь нету, к сожалению, в любой вот такой инсталляции такого уровня их нету. Я первое время тоже, ну это удобно, карманы это удобно, когда без них остаешься, но это в принципе быстро привыкаешь в какие-то другие места класть мелочи, наоборот, вот этих захламлений нету, дребезжащих вечно вещей. Головное устройство оставили штатное и довольно прилично оно играет. Здесь такое крутое головное устройство стоит в плане всеядности. Здесь есть жесткий диск, флешка, USB, iPhone можно подключить. Там куча всего и видео оно показывает. И вот по настройке никаких проблем у меня не было, как вот в случае с Фиестой. Там долго я мучился. Здесь я сразу вывел звук. В принципе, есть куда еще настраивать. Но вот никаких проблем, я там какие-то потерянные сигналы не искал, уровня сигнала достаточно. Вот в Мерседесе башка отличная. Процессор был выбран Audison Bit 10 и усилители, 3 усилка, 1 моноблок на сабвуфер Pride 1.2K, на сабвуфер одноименный тоже Pride серии LC. На твиттере установлен усилитель Mac Audio и 4-канальник на среднечастотник и мидбас D-класса. Тоже Pride 154. Очень компактный, очень мощный. Я лично сторонник АБ классов, потому что сколько я не ставил после D класса АБ класс, конечно, качество улучшается, но при этом он потребляет больше тока и он всегда больше АБ класс, чем D-шка. Здесь все получилось компактно очень разместить, очень стильно, красиво получилось. Ну и если оскорбляет чьи-то чувства, можно всегда закрыть спинками, и инсталляции не видно вообще. Аккумулятор, генератор не трогали, все штатно, аккумулятор здесь находится сзади, это очень удобно для установки музыки.
И в принципе все, мы не делали никаких больше там каких-то изменений в автомобиль. Отдельно стоит выделить шумовиброизоляцию, сейчас стало гораздо тише, хоть и было очень тихо. Я удивлялся, насколько тут глушит снаружи выхлопом, снутри его практически не слышно, вот приятное вот это урчание только. Сейчас стало еще тише, салон стал, так сказать, сбить и просто приятно ехать даже без музыки. Что, включить надо теперь, да? И сейчас мы его послушаем, но если честно, я очень заебал уже с авторскими правами, поэтому я включу трек, какой вот будет у владельца автомобиля, найду какой-нибудь получше, и выложу прослушку автомобиля на второй канал. Если оно там будет недоступно для просмотра, это значит, оно, скорее всего, недоступно с мобильных устройств, смотрите с компьютера. Я вот правда затрахался уже искать вот эти треки, которые и звучат хорошо, и авторских прав нет, потом их все равно там заявляют на них авторские права и банят, Короче, вы поняли, давай включаем Мерседес, а вы слушаете его на втором канале. А у нас по обзору тут все или не все? Ты забыл сказать, что ссылка на втором канале будет вот здесь. Да, ну, где-то там. Да. Это... А, Инстаграм ты забыл. Что, чей, твой, что ли? Подписаться. Спекулирует Тигран над подписчиками нашими. Он хочет, чтобы вы подписались на его По-любому Инстаграм. надо подписываться на Не Инстаграм. подписывайтесь, там уже просто больше, чем у меня скоро Нет, будет. еще не больше, еще Еще нормально. не подписывайтесь. Надо догнать, чтобы было одинаково. Короче, вот он, вот здесь Инстаграм написано его, но не подписывайтесь. Да ладно, я шучу, подписывайтесь. Sitting in the back in the smoking section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I'm looking at you when you already. Тёма, ну теперь, если ты не включишь, нам никто лайк не поставит. Давай. Давай. Слушай, Если блядь, Хаммер стоял, единственная- значит надо включить его. Единственная проблема, знаешь какая? Какая? В этом обзоре не было кота. Кошки моей. Я привез, в багажнике лежит. Чтоб не говорили, обзор кота был. Это котенок. Слышь, это реально громко. По-моему, даже этот мужчина оглох. Добрый, выключили. Слышь, меня чуть не убило этот нахуй. Слышь, Тигран, хоть ты садился, ты слушал? Ну, конечно, я слушал. Я туда почти залазил головой. Аж это как отдышка. нет. Дышать тяжело. Так это окно закрыто. Это сколько? Открыто. 40 герц было где-то, Тём? С закрытым. Слышь, меня аж подташнивает. Я понимаю. А ну дай блевану. Так ладно. Блять, поломалась машинка. Что там? Парни, А, попрошу туда зацепить.
Мы все уже не включаем. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper holder. Like a boss. You know we got it like that. Like a boss. Bailey coupe with the